Концепция спортивных японских мотоциклов с объемом двигателя 750 кубических сантиметров, зародившаяся в 80-х, была довольно интересной. Производители пытались создать среднюю между 600-ками и литрами модель, обладающую преимуществами двух этих классов, такими как легкий вес и управляемость 600-кубовых мотоциклов, так и отличная мощность, близкая к литровым байкам. Модель Kawasaki ZXR 750 – яркий представитель таких попыток. В 1988 году в компании Kawasaki решили, что 16-клапанная рядная четверка с жидкостным охлаждением, стоящая в скучном Kawasaki GPX 750, сможет реализовать гораздо больше своего потенциала благодаря новому легкосплавному шасси с улучшенными подвесками и новому, более спортивному внешнему виду. Так в 1989 году появился спортбайк Kawasaki ZXR 750. Поначалу 748-кубовый двигатель выдавал около 95 лошадиных сил, а японские задушенные версии выпускались и с еще меньшей мощностью, до 77 лошадиных сил. Пройдя через несколько рестайлингов, Kawasaki ZXR 750 последнего поколения превратился в довольно грозную спортивную машину для тех лет, и причем по довольно приемлемой цене. Мотоцикл получил переработанный двигатель с новыми поршнями и головкой блока цилиндров, плюс новые 38-мм карбюраторы Keihin, благодаря чему мощность силовой установки выросла до 128 лошадиных сил и 77 ньютон-метров крутящего момента. По паспорту от 0 до сотни ZXR 750 разгонялся за 3,4 секунды, а максимальная скорость составляла 250 км в час. В зависимости от стиля езды в среднем спортбайк потреблял от 5 до 8 литров топлива. Также мотоцикл получил новую подвеску, теперь это перевернутая регулируемая 41-мм вилка с ходом в 120 мм, а сзади устанавливается маятниковая подвеска Unitrack с переработанным регулируемым моноамортизатором, ход которого сократился на 5 мм и составляет 135 мм. Но все равно даже после изменений подвеска остается очень жесткой, что хорошо сказывается на управляемости по отличным дорогам или на треке. Однако на ухабистой дороге мотоцикл ведет себя непредсказуемо. Тормозная система отличная, с достаточно хорошей обратной связью. Это два передних 320-мм диска с 4-поршневыми суппортами и один 230-мм диск с 2-поршневым суппортом сзади. Помимо обычной версии, также выпускалась и трековая Kawasaki ZXR 750R, которая была доступна с 91 по 94 год. Главными ее отличиями были заглушка на месте пассажирского сидения, плоскодроссельные 39-мм карбюраторы, полностью регулируемые подвески с возможностью изменения высоты, другие настройки коробки передач, а также с 93 года алюминиевый топливный бак на 17 литров. R-версия имела и большую максимальную скорость в 260 км в час.
95 год стал последним годом производства модели, после чего она сошла с конвейера и была заменена на Kawasaki ZX-7R. В настоящее время модель ZXR 750 является достаточно редкой как в России, так и на японских аукционах, пользуясь ограниченным спросом.